человек на протяжении жизни находиться в состоянии счастья? Нет. Но если время фиксирует ваш возраст, то счастье продлевает вашу молодость. Всей жизнедеятельностью человека управляет стремление к счастью, созерцая объекты чувств, а чувства сильны и беспокойны, развивают привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев. Гнев порождает полное заблуждение, которое затмевает память. Как следствие пропадает разум. На человека, способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, исходит милость Господа. Не надо обо всем судить предвзято. Посмотри, счастье открыто каждому из нас, и это есть твой звездный час. Друзья, это домашнее задание. Напишите, пожалуйста, какая начальная скорость у шарика была, когда он остановился в номере 2 и в номере 5. Напишите в комментариях свое мнение. Это очень важно. Перейдем на другой стол. Давайте потренируем скорость шарика. Напоминаю, что если после броска я покажу белой стрелкой на желтый шарик, начальная скорость у шарика была 901 км в час. Показываю белой стрелкой на белый шарик, начальная скорость 1100 км в час. Показываю после броска на красный шарик, начальная скорость у шарика была 1301 км в час. Итак, мы уже знаем 3 скорости. А сейчас потренируем их, чтобы вы уже визуальные навыки свои совершенствовали, чтобы могли потом потихонечку идти дальше. Напоминаю, что скорость шарика определяется на первой секунде. Пробуем. Показываю, естественно, ставки в поле, в треке. Фиксирую номера, которые выпали, и непосредственно спин, и большие комментарии. Поехали. Номер 19. Я показал белой стрелкой на теннисный на шарик белого цвета. Значит, начальная скорость у шарика была 1100 км в час. Я поставил точную ставку. Выпал номер 19. Сыграл сосед 4. Точная ставка. Я удваивал номер 2. Это хороший результат. Продолжим.
номер 35. Я показал опять белой стрелкой на белый шарик, поставил ставку 3 соседа, выбрал зону 9, 22, 1, 12, у меня сыграл сосед 12 и поставил неделимые номера, 20, усилил вот именно в районе 22, это неделимые номера 22, 18, 9. Шарик упал в номер 35, сыграл еще раз сосед 12, это очень хороший результат. Продолжим. Zero. Что у нас получилось? Я после броска показал на красный шарик, соответственно, скорость начального шарика была 1301 км в час. Я поставил тремя соседями зону 0, 0, 21, 28. У меня сыграл золотой сосед и поставил шпиль, как бы усилил еще в самом треке, поставив шпиль. И я поставил одним движением 9 номеров как раз в районе 0. У нас все сыграло. И в поле сыграло. И ставка 3 соседа, и ставка шпиль. Ну, это, конечно, просто фантастика. Замечательно. Все довольны. Продолжим. Посмотрите фото. Мини-практика. Полезная информация. Продолжим. Номер 10. Обратите внимание, я не показал стрелкой на наши шарики, потому что скорость была значительно быстрее, даже чем 1301 км в час. Мы ее еще не рассматривали, но я как бы вам даю уже информацию, что скоростей много, надо с ними разбираться. Вот есть еще и такая скорость, мы обязательно ее будем рассматривать, но чуть-чуть позже. Но тем не менее, я когда сделал спин, я посмотрел на скорость шарика, я посмотрел на скорость диска, сопоставил их и понял, что он идет где-то в районе 10. Поэтому я выбрал зону 10, сыграл 3 соседа, 10, 36, 1 и сыграл в поле неделимыми номерами, ну как бы так, я понимал, что вот где-то так, это будут неделимые номера, именно в этом районе, я здесь ничего не пропустил, именно в районе 10 все закрыто, обратите на это внимание. Как раз выпал номер 10. У нас сыграл золотой сосед, у нас сыграл в поле номер, это очень хорошая выплата, продолжим.
Не обязательно гоняться за каждым броском. Если что-то не понравилось или вас отвлекли, лучше пропустите. Вот я сейчас специально пропустил, потому что, как бы дать вам эту информацию. Номер два выпал. Мгм. Хотя начальная скорость была 1100 км в час, я вам показал. Не гоняйтесь за каждый спин, это они, потому что не кончается же. Каждые 2-3 минуты спин. Если вас что-то отвлекло, не торопитесь. Да, бывает, что после 10 хороший бросок, двоечка там напротив, это, конечно, замечательно. Но тем не менее, сохраняйте такую как бы сдержанность, трезвую, скажем так. Поехали дальше. Номер 13. Я показал, что начальная скорость была 1100 км в час. Я показал, что играют три соседа. 21,06, но немножко передавил, поэтому он даже и падал где-то в двоечку. Но я его немножко передавил, поэтому таким реверсом, веером пошел чуть-чуть вперед. Но тем не менее у нас сыграл сосед 6. Я поставил несколько номеров, неделимые в районе 21. Это тоже хороший результат. Ну что, перевертыш сыграем? Да. Номер 14. Обратите внимание, я показал опять на белый шарик, белой стрелкой. Значит, начальная скорость была 1100 км в час. Я поставил три соседа. Я играл как раз в зоне единички 31. Ну, где-то вот, я еще сказал, что сыграем перевертыш. Я играл перевертыш, но цвет, ну, упал рядом, это тоже замечательно. И поставил неделимые номера 14, 20, 31. Успел еще девяточку подстраховать. Тем не менее, это, конечно, замечательно. Если первый раз смотрите мой контент, обязательно посмотрите видео Ее Величество «Умная рулетка». Продолжим. Номер 21. Что у нас получилось? После броска я показал на красный шарик. Начальная скорость была у шарика 1301 км в час. Я поставил точную ставку. Удваивал опять номер 2. А сегодня 5 февраля. Поэтому я решил сыграть в районе двоечки. Ну, шарик остановился в номере 21. Я поставил неделимые номера в этом районе. Замечательно. Это хорошая выплата. Поправим точнее, да. Продолжим.
номер 19. Я показал белый шарик белой стрелкой. Соответственно, начальная скорость была 1100 км в час. Обратите внимание, что я делаю акцент на белую стрелку, потому что есть еще одна стрелочка потемнее. О ней будем говорить чуть позже. Что это такое? Шарик остановился номер 19. У меня сыграл сосед 4. Я играл зону 6. 34. 4,11. Ну, это практически повтор. И поставил 13. Но я не успевал, уже понимал, что я не успеваю. Поэтому всегда надо вам очень сильно натренироваться, чтобы очень быстро ставить после броска дополнительно в поле. И для этого нужно тренироваться, что мы тут и делаем. Это хороший результат, продолжим. Номер 1. Моя ставка не сыграла. Я играл зону 21, а он упал в районе, не в районе, он упал в единичку. Но открою вам маленький секрет. Бывает так, что дилер с поставленным броском ошибается. И это все очень непросто. Не думайте, что так, что даже если поставлены броски, то все ставки у него получаются, все броски у него получаются. Это далеко не так. В данном случае я играл в зону 21, видно, немножко передавил и так далее, и так далее. Много моментов, которые могут увести шарик даже в другую сторону. Поэтому я сейчас попробую поставленным броском сыграть именно в районе 21. 3 соседа. Вот прямо оставлю эту ставку как есть. Сейчас подумаю, какую скорость я использую. Ну, уже я решил. Давайте посмотрим, как это у меня получится. Да, оставим как есть. Скорость была начальная 1031 км в час. И добавим еще вот так, наверное. Угу. Он даже немножко проскочил, но тем не менее падал где-то там. Но у меня сыграл сосед Zero. Я играл в зону 21, шарик остановился номер 32. Все получилось замечательно. Друзья, ну я думаю, на этом мы закончим 9-ю практику. Мы потренировали скорость шарика. Напоминаю, что скорость диска будем рассматривать позже. Пока не разберемся со скоростями шарика, диск нет смысла подключать, иначе будет путаница у вас очень большая. Скоростей много, но сейчас пока рассматриваем 3 скорости. Желтый цвет 901 км в час, белый цвет шарика 1100 км в час, красный цвет шарика 1301 км в час. Напоминаю, что скорость нужно научиться определять на первой секунде, потому что дальнейший шарик уже теряет свою скорость, и, естественно, никакой информации он уже не несет, во всяком случае правильной. Я вначале показал вам два броска, 2-5. Напоминаю, что сегодня у нас как раз 5 февраля, 2-5. Я и сыграл 2-5. Напишите, какие там были скорости. Это будет вашим домашним заданием. Но на сегодня мы закончим. Надеюсь, я правильно и достаточно ясно рассказывал о том, что я хотел рассказать. Мне было очень приятно пообщаться с вами. Надеюсь, что это взаимно. И, конечно же, вам желаю здравия,
здоровья, благополучия, успехов, если вы игрок, успехов за игровым столом. Будьте бдительны, оценивайте трезво данную ту или иную ситуацию. И, конечно же, всего вам доброго и до новых встреч.